Everest Base Camp, Kalapatar. It's famous popularity. Road. Nice view. Итак, братцы, кое-какие результаты у нас уже имеются. Пора осмыслить итоги и скорректировать планы на вторую половину путешествия. 10 дней пути. Мера Пик и Амфулапча. Все 10 дней нам везло. Почему? Из-за моего упорства? Нет. Из-за бесснежной зимы? Нет. Из-за опытного Уанчу? Нет. Везло с погодой, с попутчиками, с лоджами, с персоналом. Ну а вы как думаете, почему? Правильно, Пуджа. Пуджа, которую отслужила жена Уанчу в Лукле в тесной квартирке под закопченной крышей. И все? Нет. Еще и русские обычаи присесть на дорожку, и несколько сот рупий, опущенных в donation box в старом буддийском монастыре на подходах к Тагнаку. И как жирная точка в этой цепочке обязательных жертвоприношений, пуджа, которую мы запалили в сети Покхари. Все это и стало той обеспечительной мерой, которая хранила нашу удачу все эти 10 дней. Сомневаетесь? Думаете, все это суеверие и бабушкины сказки? А давайте проверим. Сейчас мы не будем ни жечь пуджу, ни приседать на дорожку, ни жертвовать какие-то мани кому бы то ни было. Посмотрим, отвернется от нас фортуна или нет. Поехали. Окей. Окей. В 6 утра погода была изумительная, и я уже мечтал, читая указатели, как я схожу на Чукун-Кри и какую красоту там увижу. Первым делом нужно было послать весточку домой, раз уж мы добрались до цивилизации. Но хозяин лоджа удивил нас, сказав, что Wi-Fi нет во всем Чукунге. Тогда я напугал его, что мы валим вниз в Дингбоче и день отдыха устроим там. Через 5 минут интернет сразу нашелся. Он побежал за карточкой Wi-Fi. А вчера он мне говорил, что Wi-Fi во всем Чукунге нет. Пока ждем интернет, заказали кофе. Thank you very much. Welcome. Все-таки прогресс в сфере коммуникаций меняет нашу жизнь и не всегда в лучшую сторону. В 2007 году я уезжал в Непал, и 20 дней от меня никто не ждал никаких новостей, не парился и жил своей жизнью. А теперь, после меры, я написал в Фейсбуке, что через 3 дня выйду на связь, и все ждут. Если не выйду, подумают, что что-то случилось, начнут греться, организуют поиски. Теперь мы рабы интернета. И Илон Маск со своим Старлинком хочет отобрать у нас последние 3 дня без связи в долине Хунку. Погоды нет, идти некуда. Wi-Fi пропал, идем искать Wi-Fi. Fried potato. Potato. This? Yes. Yeah, okay.
Лодж был большой, номеров на 50, но обслуживал его один подслеповатый шерпа. Добрый такой дядька, улыбчивый. Thank you. Сегодня мы начинаем завтрак на кухне. Все уже идут. Very good weather. Very good. Buddy. तपाईँ चिया लगाइदिउँ? हामी दुईजनाको चिया पनि छुट्टै पाएको छ क्या किनभने बुढोले उठेर पनि सुनिँदैछ यो चिया चाहिँ म किन खान्छु भने रुगो खोकीले तपाईँलाई भित्रको पनि बाहिर फालिदिन्छ कि यसले है ओहो ल खाएर हेर्नु न तपाईँ हाँस्छ चिज अमलेट For me. कसको चिया फेरि दुइटै छ त तल्लोको तपाईँको यो मेरो После амфулапчи даже такой подсчет меня особо не обидел. Хотелось сделать приятное этому хитрому дедушке. This one 590 60 plus 2000 room charge plus and this one beer А, hot water one this one окей. Вау. It's fantastic. Тридцать 31 марта в 6:10 утра мы выходим из лоджии в Чукунге на перевал Конгмала. Вообще-то факт того, что мы все-таки идем на перевал, отдельная история. Вчера Уанчу говорил, пройти Конгмала нереально, то ли из-за ледника, то ли из-за снега. У меня складывается впечатление, что он либо не был тут никогда, либо просто перестраховывается. Конечно, проще попасть в Лабуче понизу, через Дингбочи и Дуклу, минуя перевал и ледник Хумбу. Very good view. Все-таки это надо снять эту красоту, на фоне которой мы выходим из поселка. Вот по этим горным склонам поднимаемся вон туда, на этот перевал. Но вчера к обеду, когда облачность накрыла Чукунг, включили Wi-Fi и стало ясно, что мы никуда не идем, Уанчу осенило. И он предложил сбегать в Дингбочи и отнести баул туда, чтобы самому идти на перевал и в бейскэмп Эвереста с легким рюкзачком. Итак, солнце нас коснулось. Останавливаем раздеваться. Вот как тут красиво. Зацениваете? С восходом.
Вау. Надо было. Когда 20-килограммовый баул обрел свое пристанище в Дингбоче, перевал Конгмала перестал быть скользким и непроходимым. Но все равно с собой мы взяли кошки и ледоруб, а на ногах пошли в высотных ботинках. Идем на перевал Конгмала-Пас. В двух моих поездках в Непал я его планировал на закуску. И оба раза так и не проходил. Потому что попутчики, оказавшись измучены предыдущими перевальчиками, сокращали этот путь и шли понизу через Дингбоче. И в этот раз Уанчо говорил мне: не пойдем, там типа по леднику не найдем тропы, пойдем понизу. Но вчера неожиданно он сказал: давай отнесем груз в Дингбоче, а сами пойдем через перевал. Что мы и сделали. Пока Чукунг давил нас. Облачностью и осадками, Ванчу сбегал, и мы, дождавшись хорошего утра, пошли на перевал. Короче, я так медленно иду, что Ванчу умудряется на ходу завтракать. Прикольчик. О, it's nice. Beautiful. Нахера я одел эти ботинки? Вот смотрите, вверх к какой красоте мы идем. Тут на 5300 идешь, такая комфортная среда. Яки еще гуляли, а в долине Хунку на 5300 там полная дичь, камни, снег. Идем дальше. Приколитесь, вот это Нупце. Вы скажете: да ты гонишь. Нупце — это остроконечный пик, стоящий отдельно. И вы будете правы, если смотреть со стороны Калапатара. А отсюда Нупце выглядит вот так, и высотою почти как Лходзе. И 460. Где-то близко. Оказалось, еще нифига не перевал. Что идти? Хотя по альтиметру осталось 15 метров.
Высота 5535. Но это еще не все. Сейчас придется спуститься, а потом туда подниматься, где флажки висят. Вон Ванча уже топает. Да, по ходу дела перевальчик тут крутенький с этой стороны. Как же должно быть красиво тут осенью, когда эти озера не замерзшие. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Почему-то в этот раз эта песня застряла в мозгах. Когда шли на Амфулапча, плачет девочка в автомате, почему-то застряла. Вот он, послековидный Конгмала-пас с выцветшими флажками и Ванчу, прячущимся за камушком. Where is the path? Here or here? Wow, it's beautiful. Nó là top. And the half love chicken in here a half. The photo is also juice right down. Yes. Поднялись. Почему-то нет чувства достижения чего-то. Ну перевал, ну поднялись. Как будто дошли до очередного поселка. Может включить типичную музыку и сделать slow motion? Нет, лучше присядем, выпьем манго-джус с кусочками фруктов, который подарил нам хитрый дедушка из Чукунга. Are you ready to descend? Yeah, it's rest in the pack lunch and drink water and go down Labuche. How many hours? Maybe 3, 4, 5 hours. Very long in the down, up, down glacier. 3 or 5? Yeah, really down. Офигеть. Down a very long time glacier. 3 или 5. Нет, мы только 4 поднимались. Окей, I'm ready to. Так, вдалеке за ледником мы видим Лабуче. Цель нашего спуска. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот так. Чтобы вам не скучно было на спуске, давайте я расскажу о наших соседях по лоджу в Чукунге. Немного, но что знаю, расскажу. Итак, в лодже на 50 номеров, кроме нас и хитрого дедушки, были еще 2 трекеров. Они выжидали погоду, чтобы сходить на Айленд Пик,
А потом на Эверест, без кислорода, с сервисом базового лагеря. Кто не знает, это не просто, без шерпов, без ансамбля. Обычные такие парень из Голландии и девчонка из Финляндии. В Непале на треке всегда встречаешь интересных людей. Кто знает, как они сходили на Эверест, напишите, пожалуйста, в комментариях. Болтали с ними, рассказывали о пройденном нами за 10 дней. Я угощал их киселем Айдиго. Всем понравился Russian Drink. Даже дедушке, хозяину лоджи. Он сначала воротил морду, но потом попробовал у Уанчо и выпил целую кружку. При этом крякал и нахваливал. Вот, теперь видно тропы. Так, курумники закончились. Начались спуски. Конечно, если бы тут лежал снег, было бы все по-другому. А вот взгляд на перевал назад с тропы. Вот мы спустились на высоту 4900. И по идее на этой высоте стоит поселок Лабучи. Мы уже должны подходить к нашему лоджию и заказывать холодный сок с кусочками ананасов или манго. Вот, но в итоге нас ждет вот такое говно. Нужно сейчас подняться на марену ледника, а потом еще пройти по этому всему леднику, пропрыгать. Непонятно, в каком он состоянии. Потом еще раз на марену подняться, спуститься. И только потом нас ждет вожделенный сок с кусочками манго. Уанчо! Where are you? It's good place to rest and drink. You rest now. О, вот мы вылезли на моренный вал. И оказалось, это морена 60 метров высотой. Вот сейчас вверх-вниз нам тут по леднику надо искать проход. Не знаю, что там Ванчо стоит и думает, куда дальше идти, блядь. Проб-то нету. Буры отправили вниз. Обвязки тоже. Ну ладно. Пошли, что делать. Выглядит вот так. Тут ему не понравилось. Пошел искать дальше. Наверное, ориентируется по турикам. Тропа тут старая. Вот так и идем вдоль марены, раз тропа есть. Тут же куча проходов. Где тропы? Да, вон стоит штырь на
на него ведет тропа. Все понятно. Переход ледника к Хумбу оказался веселым и увлекательным квестом. Особенно мне понравились камушки. Будьте осторожны, если вы без гида и погода плохая. Но это было еще не все. Тут реально надо петлять. Вон следующий шест. Вон где. И, видимо, после него выход. Вон там он. Провал Марены. Ну, вот почему. Только избавившись от баула, Ванчо согласился идти на ледник, на перевал Конгмала. Вот такие хорошие тропы на леднике. Вон туда на штырь, на 4-й идем. В общем, главное, когда с Конгмала спустишься, пройти вниз по Марене до 1-го шеста, а там уже ориентироваться по шестам. А то есть тут с тропы собьешься в этом хаосе, ни хрена будешь плутать долго. Наконец-то закончился ледник. Наконец-то закончился ледник. Мы видим Яков. Слышим звон бубенцов и видим Яков. А идут они из Лабуча. Внимание! Вот краешек этого Лабуча. Мы сейчас туда пойдем. Такой вот он пасмурный, этот Лабуча. Это уже легкий спуск с наслаждением. Вот он, welcome to Лабуча. А то ведь все эти 12 дней не видел Яков. Мы не видели Яков. Охренеть. Вот это настоящий Непал. А то был Непал после ковидный, где не было никого. И даже Яков. Welcome to Лабуча. And while I take these boots, crampons, and I sex. Нахуя? Нахуя, спрашивается. Okay, go to rest. Okay, no problem. Когда мы могли отправить все эти бутсы, кошки, ледорубы и идти налегке, сейчас мы все это будем таскать. Перестраховка называется. Ладно, я потом запишу видео, что я зря взял в Непал
Вообще охренеете. Что не надо брать в Непал будет называться. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Чего не надо брать в Непал, даже с учетом перевалов. I know. Less than 8 hours. This hour, yeah. 7.5. Yeah. You need very fast walking. Slowly, very 7 9 hours. Yeah, it's good. Вот так вот доползли мы до цивилизации на 12-й день. Тут есть яки, но Wi-Fi там тоже был. Ну, короче, тут все есть. Тут уже Непал оправился от ковида. Окей, будем смотреть дальше. Давайте. Иду прогуляться по Лабуче. Если Wi-Fi нет в лодже, куда меня привел Ванчу, не факт, что его нет в других лоджах. Посмотрим. Короче, сломался интернет на один день. Завтра будет работать. Вон чуваки какие-то на меня подозрительно смотрят. А я иду дальше. Бывал я тут 8 и 10 лет назад. Представляю вашему вниманию высочайшую шерпскую бейкери на 5000. Да, друзья, Лабуче — это такой депрессивный городок. Встретил я всего 2 чуваков на улице. Зацените вид из моего окна в Лабуче. Яки идут, горы, крыши. Круто. Let's go. Yes, let's go. Today we go to Morakche. Voracek. The Everest Base Camp, Kalapatar. It's famous popularity. This is Road. nice view. Снежку ночью подвалило. Пахнет ячьим дерьмом. Настоящий Непал. Really Непал. Як excrements, snow, sun and other. Solo Kumbuyak. На сегодня у нас были грандиозные планы, и утро встретило восхитительной погодой. Я проникся глубочайшей благодарностью к небесам, едва оглянувшись на поселок и пик Лабуче. Вот это красота! Ребята. А впереди нас встречала Пумари и Яки со своими погонщиками, уже доставившие грузы в базовый лагерь Эвереста и возвращающиеся обратно.
Третий раз в своей жизни я иду по этой тропе, но не устаю восхищаться. Взгляните сами. И дальше все это будет открываться все круче и круче. И я буду вам показывать Пумари, Эверест, Нупце, Лходзе. Не переключайтесь. Тропа из Лабуча в Горакшеп идет по правому берегу Марены ледника Кхумбу, в который впадает знаменитый ледопад, первый ключевой участок для восходителей на Эверест. Вдоль тропы встречается реклама отелей. Интересно, сколько они платят за размещение? И кому? После Лабучи до Горакшепа высота почти не набирается, и ты идешь, наслаждаешься солнышком, видами, не забывай отглядываться назад. Там тоже виды меняются, и офигенно. Вот Пумари как открывается перед вами. Вон что нас тут ждет. Красота. Да, друзья, это кайф очутиться здесь в безветренную погоду утром с восходящим солнцем. Рекомендую каждому здесь побывать. Путь от Лабучи до Горакшепа занимает 2–2,5 часа. Но если вы устали или у вас плохая акклиматизация, вы можете нанять лошадь, и за $150 вас довезут не только до Горакшепа, но и на Калапатар поднимут. Намасте. Намасте. Чуваки идут, а горы стоят. Хангри, Пумари, Лингтрен,
хумбуцы, красавцы. Походу сейчас нам откроется Горакшеп. No! Where is Gorakshep? Next side. Kalapatara. Yeah, I see. Вдали видно палатки базового лагеря Эвереста. Эверест Бейс Кэмп. А вот Калапатар, отрог Пумари и популярная обзорная точка всех трекеров, путешествующих в Соло-Кухумбу. Опять спускаемся и опять подниматься вот на эту кучу щебня. Так что путь в Горакшеп непростой. Особенно если у вас нет акклиматизации. Вот теперь Горакшеп собственной персоной. Вот так он выглядит. И Пумари с Калапатаром. Вот ледопад Кхумбу. Слева Бейс Кэмп. Вот Нупце. Вот Пумари и Калапатар. И внизу Горакшеп. Ну вот видите дорогу к леднику и бейскэмпу. Намасте. Смотрим, что это такое. Вот тут трекеры какие-то. Чайник кипит. Теплый. Теплый. Уанчу встречал меня у отеля на самом входе в Горакшеп. Обычно я доверяю своему проводнику, портеру, выбор отеля. Когда он выбирает сам, он договаривается с хозяином о льготах на собственное размещение и питание. I don't like lunch. I drink coffee and go to Kalapatar. Две кровати тут. Вот больше ничего не влазит. Палки. Вчера был больше. Но зато вью зацените. Классно. Итак, я заселился в лодж. Тесный такой номер с двумя кроватями, но с восхитительным видом из окна на красавицу Нупце. Нупце. Выкинул из рюкзака все лишнее и иду на Калапатар. Его высота 5550, то есть набрать мне надо всего 400 метров по вертикали. Погода прекрасная, ни ветерка, кайф. Как только ты начинаешь подниматься на Калапатар, из-за Нупцы открывается Эверест. Он кажется значительно ниже Нупцы.
Калапатар, это совершенно точно вот эта точка. И тут у меня показывает 5600. Причем в Горакшепе совершенно точно я сверил, было 5190. Поэтому, друзья, Калапатар 5600. И вот какие отсюда открываются виды. Кайфец. Эверест, Нупце. Лохотзе спрятан за Эверестом. Ну и вся вот эта красота окружающая. А там смотрите как. Кстати, прикиньте, я тут вообще один на Калапатаре. Сижу такой, чай пью, спрятался от ветра. Никого туристов. Куда все делись? Даже здесь. Калапатар в переводе с непальского означает «черная скала». Как вы могли видеть, не такая уж она и скала, и не такая уж черная. Зато с нее открывается великолепный вид на Эверест с его западным отрогом и Нупце, а также на множество других высочайших гор. Давайте я достану телеобъектив и покажу вам покрупнее Эверест, Нупце, Амадаблам. Пумари показать? Итак, до свидания, Калапатар. Попробуем поискать тропинку на Эверест Бейскэмп. Короче, тут на Калапатаре поднялся very strong wind. Я хотел идти на Эверест Бейскэмп. Ну нахуй. Лучше завтра утром. Времени до хера. Да вообще с ног сдувает. Конечно, жаль было поворачивать, когда палатки базового лагеря стало видно в объектив фотика. Но ветер поднялся такой силы, что буквально валил с ног. А все лишнее я необдуманно выложил из рюкзака, в том числе маску и теплые рукавицы. Уже к 12:30 я спустился в Горакшеп, но идти нижней тропой в Эверест Бейскэмп не хотелось. И я решил, сходим завтра поутру, а сейчас погуляю по поселку. Горакшеп на шерпском языке означает «мертвый ворон». Поселок расположен на высоте 5164 метра. Тут нет плодородной земли и, соответственно, сельхозкультур. Народ тут занимается обслуживанием трекеров и восходителей, а также яков и их погонщиков, доставляющих грузы в Эверест Бейскэмп. Сегодня 1 апреля. Через 10 дней начинается сезон заезда групп восходителей на Эверест и Лхотзе. Караваны яков непрерывно тянут грузы из Луплы к лагерю.
разгружаются, погонщики получают плату, яки еду и порожняком возвращаются обратно. Негабаритный или ответственный груз несут портеры. Их тоже нужно обслуживать, накормить и налить кружечку чанга. А вот этот портер несет в Эверест Бейс Кэмп искусственный газон, чтобы у уставших от снега и высоты клиентов глаз радовался при входе в кухонную палатку. И мы проследили, что несет он его в лагерь к Павлу Безденежных, моему старому знакомому, еще по восхождению на Хантенгри, который через 10 дней пойдет на Лходзы с Тарасом Позним. Подписывайтесь, скоро они вам расскажут об этом. Ссылка на них в закладке каналы. Лодж, в котором мы остановились, с незамысловатым названием Хималая Лодж энд Ресторан, расположен на самом входе в поселок. Во внутреннем дворике есть вот такая золотая скульптурка инвестора, профинансировавшего строительство. Restroom. В остальном все скромно и по-спартански. Atrium. Ребята, я не понял. У меня тут за весь трек полдня безделья. Я тут сижу, таймлапсы снимаю. Видите, какие у меня виды из окна? А как люди, которые на Эверест восходят по 60 дней, они ведь половину там без дела сидят. Надо будет у Павла Безденежных спросить. Я с ним в Катманду встречаюсь, чтобы он отчитался об этом обстоятельстве. Встали в 6, позавтракали и выходим. Познакомимся с тем, где и как живут восходители на высочайшую вершину мира, чем дышат и что видят. Да, наш путь лежит в Эверест Бейс Кэмп. Конечно, 3 часа это трэш, управимся быстрее, у нас же есть акклиматизация. Сегодня утром мы вышли в Эверест Бейс Кэмп. Ванчу решил пойти со мной и взял любезно мой рюкзак. Поэтому мы идем быстро. Сейчас по скоростному добежим, посмотрим, проснулись ли там обустроители лагеря. На нашем пути мы то и дело обгоняем караваны яков. Их в этом году необычайно много, ведь желающих зайти на Эверест и Лходзы вдвое больше, чем обычно. В прошлый год из-за пандемии все восхождения были отменены. Яки на тропе тоже попадают в пробки, как и восходители на Эверест, грузы для которых эти яки послушно тянут в базовый лагерь. Смотрите, как мило они украшены. Непальцы относятся с уважением к своим животным. И, кстати, яком непальцы называют самца. Их и используют для перевозки грузов. А самок яка они называют наг.
Через 40 минут вдали показались палатки. Вон видите, там желтенькие, под горой Кхумбуце. Эверест бейскэмпу не повезло. Нубцы его своей тенью загораживают. Поэтому лучи солнца приходят туда и начинают согревать палатки на час позже. Вот он, базовый лагерь Эвереста. Ворота на крышу мира. Теоретически, если у тебя нет пермита на восхождение, ты не должен ходить дальше этой точки. Но мы не будем соблюдать условности и прогуляемся дальше, пофотать и поснимать для вас. Тут, правда, 2 апреля еще нет никого, кроме организаторов. Да и палатки еще не все установлены. Короче, типа трекером ходить-то нельзя, бейскэмп. Но мы тогда с Наташкой ходили, сидели там спокойно, наблюдали около флажков. Сейчас посмотрим. Сейчас все равно никого нет. Вот такой он бейскэмп. Лагерь в этом году огромный. Он растянулся почти на километр вдоль ледника Кхумбу. Солнце встает над горами, и открываются удивительные картины. Сложно описать свое восхищение. Смотрите сами. Смотрите внимательно и обязательно приезжайте сюда. Такой концентрации ледяных гигантов больше нет ни в одном месте на Земле. Сейчас я преподам вам урок медитации. Посчитайте, сколько яков в этом караване. Я думал, что на огонь и воду можно смотреть бесконечно. Но оказывается, и на движение яков тоже. Особенно с такой музыкой.
В общем, весь обратный путь мы пережидали один за другим идущие караваны. Короче, попали в 10-бальные пробки. Но яки все-таки такие милые. Почему они идут? Потому что их украшают? А почему ишаки не такие милые? Почему ишаков не украшают? Теперь наш путь лежит только вниз, навстречу монастырям и деревням, полям и лесам, цветущим рододендронам и мани-стоунам. Путь в другой Непал, красочный и яркий, который я покажу вам в следующей серии. Подписывайтесь, чтобы сравнить белое безмолвие и цветущую горную страну. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить итоги поездки, обзор бюджета, снаряжения и того, что не нужно брать в Непал. Пока. Увидимся через неделю.